Так, у нас среда, мы в Каназава и идем в дистрикт Хигаиши-Чая. Это район самураев. Самураев больше нет, но мы туда пойдем. Снова идем и проходим какой-то храм, в который мы уже не будем заходить, потому что это как водопады в Норвегии. Ты идешь и просто они везде. Мы вчера везде не ели суши, поэтому сегодня никаких суши больше. Мы сказали, что до Токио суши больше не будет. Мы вчера сказали, что никаких больше суши, а потом 3 часа спустя. Да. Сейчас мы гуляем по Хигаиши-Чая, по самурайскому району. Здесь тоже гейши ходили. Одна из самых главных достопримечательностей Каназавы, и людей нет. Это отлично. Но есть минус, магазины все закрыты. В 8-9 утра здесь никого нет, поэтому не надо так сильно рано вставать. Мы сейчас в парке Кенрокуэн, один из самых красивейших садов Японии, входит в лучшие 3. Я могу только подтвердить, очень красиво тут. Я не видел другие 2, поэтому не знаю, на каком месте этот. Теперь могу снова записывать. Вчера вечером приехали в Нагано. Это еще такой маленький городок. Мы смотрим сегодня на обезьян, которые чилят в онзене, в горячих термах. Но сперва заедем в музей Хокусай. Это, помните, такие, знаете, такие волны. По идее, мы в Нагано уже со вчерашнего дня. Но кроме этого вокзала и этого перекрестка, который мы снова переходим в диагональ. Ох, классно. Мы ничего больше не видели. А больше ничего не надо. Здесь самое классное раменное. Тут наш отель через дорогу, и вокзал, и Family Mart. У нас завтрак на вокзале. Романтика. Это самый лучший завтрак, потому что у нас пельмешки. Реально, самый классный завтрак. Каждое утро кушаем пельмешки, и каждое утро мы счастливы. Все? Что ты купила? Каштаны, японские каштаны. Сейчас будем пробовать. Давай это быстрей. Гигантские каштаны. Пойдем. Мы приехали в горы, мы приехали смотреть на обезьян. Отсюда на автобусе ехать от Нагано где-то 1,5 часа. Попробуй это сначала. Дай уголочек. Спокойное утро в Никко. У нас сегодня по плану 1 храм, 1 шрайн, пару тори и еще 1 храм. Все, а потом в Токио. Классно рассказал, да? Вообще, Никко — это город храмов, сюда все едут за храмами. Здесь одни из самых старых храмовых комплексов. Будем исследовать, что здесь есть. Интересно, кстати, было то, что когда ты заходишь, нужно пройти через такое кольцо, и там есть правила, как проходить через это кольцо. К этому дереву приходят, чтобы найти партнера. Вот оно такое большое, старое, в виде пары. И вот здесь можно загадывать желание, чтобы найти себе идеального партнера. Второй половины. Храмовый комплекс Футурасана — это как парк аттракционов. Ну, здесь можно походить и типа как бы поиграться. Походить и побить по колоколам, потрясти что-то, побрымчать где-то. Можно позакидывать колечки.
Ну и людей тут много. В таких храмах людей много, и так как-то неуютно становится, но все очень красиво и помпезно здесь. Здесь люди все фотографируют какого-то спящего кота. Вот он надо мной, сверху здесь. Я не знаю, в чем типа, смысл, что он делает, охраняет, но здесь он практически после этих ворот он везде появляется. Мы закончили с храмом Тошигу, с главным храмом здесь. Храм, конечно, помпезный, здесь столько всего происходит. Нас запустили внутрь, и внутри у нас была церемония, нам рассказывали, что такое. Жалко, что на японском я ничего не понял, но было прикольно. Мы там купили пару оберегов, амулетов себе и родным. Здесь еще, кстати, происходит выставка какая-то, выставка деревьев. Вроде можно за них голосовать, я не понимаю, как они так делают. Эти деревья выглядят как скульптура, как какое-то, не знаю, как какое-то искусство. Такая длиннющая очередь появилась. Мы еще вовремя успели или случайно зарезались, сами даже этого не поняли, но здесь такая длинная очередь, наверное, минут 30-40 надо ждать на билеты. Это просто, чтобы купить билеты. А это соль или что? Что здесь происходит? Это пепел, мне кажется. Нет, это соль. Это соль, по-любому. Да? Попробуй. Так, парень просто вот так ест ее, да? Все укусит? Да соль? Угу. Соленая? Вкусно? Нет, серьезно? Дай попробуй. Соленая, да? О! Вот и все, наш последний пункт назначения, наш последний город Токио. Никогда не думал, что когда-либо попаду в Токио. Столько людей. 20 миллионов. 20 миллионов, да? 20 миллионов? Я за 2 недели не успела ничего. У меня в планах столько всего было. Я ножи не купила. Косметику не купила. А ножи, например, были там, в ножных, там, где дедушки такие делали ножи. Палочки, которые тоже мастерские, по дереву регионы были, не купили. Мы не купили ничего. Я купил Что? штаны, кофту, футболку. Да это ты в Токио можешь купить, в Уникло это. Не знаю. Мы на Ахибару, пару, Ахибару, Ахихаба-бару-бару. Смотрите, на самом деле сейчас... О, это этот Марио Карт, смотри. Смотри. Покемон. А мы так будем делать? Я боюсь. Та-да-да-да. Когда будем аниме смотреть? Когда будем играть? Когда будем мангу читать? Live in Tokyo. О, здесь что происходит? А что здесь девочка слева? Они камеры не хотят. Сегодня мы пробуем японский карри. Где-то возле дома нашли местечко, здесь немного людей, но отзывы хорошие. Будем пробовать. Первый день в Токио. Мы с утра решили поехать посмотреть на Токио башню, Токио Тауэр. Эта башня на 3 метра выше, чем Эйфелева башня. И мы пришли на Secret Spot, никому не говорите. Есть такая типа инстаграмная, самая знаменитая фотография. Мы ее сейчас будем делать. Да. Ожидание реальности. Но секрет, никто не знает об этом, поэтому людей нету.
Мы сейчас находимся в National Art Museum архитектора Кишо Курокава. Мы зашли только в атриум. Сам атриум впечатляет, конечно. Я не знаю, зачем они так делают, как они так делают. Это очень дорого, но выглядит здорово. Вот этот, как свет переливается, как здесь очень много пространства тоже снова. Очень нравится. Яночка. В восторге. Яночка в восторге. До этого мы были еще в одном музее, галерее от архитектора Тадао Андо. Называется 2121, и мне там так сильно понравилось, что я забыл видео снимать. В основном все фотографировал, там была выставка материалов. Вот оно свершилось, этот самый забитый, самый загруженный, нагруженный, перегруженный перекресток в мире. И сейчас мы будем его проходить. За нами уже толпа собралась, у нас первый ряд, толпа вон. Давайте, все вместе, и лево, и право, и зеленый. Классно! Классно! Мы выбрали сейчас самое забитое время, я так старался. Мы тут сидим, кушаем. Нам прям готовят перед нашим столом, тепаняки. Начали мы с омлета, было очень вкусно. Ну, люди здесь сшиваются прям сильно, и людей много, и шумно. Ну, такая, типа, атмосфера такая прям азиатская, да? Мы наелись, мы прожарились сами, уже пахнем эти тепаняки, которые стояли на столе у нас. Ой, было вкусно, очень много, конечно. Please step back to rear floor. Мы дальше исследуем этот город, и сегодня приехали на искусственные острова Токио и пришли на выставочный комплекс Big Sight. Есть такое, типа, здание, 4 пирамиды, которые перевернуты. Кто придумал такое? Сегодня последний день выставки, Mobility Show, как это называется. Людей очень много, ажиотаж большой. Я не представляю, как я буду жить без своего чая с лимончиком. Горячего. А завтраков самых дешевых. Самых вкусных. А пельмешки уже сел. Мы сейчас едем на надземном метро без машиниста. Такое хотели построить в Астане, но, конечно, получилось. Кое-что другое получилось памятник коррупции. Что кушаешь? Такояки. Такояки? Такояки. Эти вкусные? Ты мне дашь попробовать? Нет. Пожалуйста. Хотела только сказать, ты этого не знаешь. Мы на улице Гинза. Или в районе Гинза. Здесь одни шопинговые магазины. Здесь на выходные закрывают улицу, и можно здесь с одного магазина перебегать в другой магазин. Короче, потеряли Звонико, и здесь напротив решили зайти в такую броварню с 1900 какого-то года, там 30-го что ли.
Вот. Ну, здесь такая как бы европейская еда на японский лад. А про Унико я помолчу, про Унико я молчу. Там пропали. На 12 этаже пропали. Пришли к храму Асакса. Асакуса, по-моему, так пишется, но они произносят как-то Асакса. Тут людей очень много, прям. Ощущение, будто все туристы Токио собрались в одном месте. Мы прям под факелом прошли, прям под факелом. Тряси! С иероглифом нам нужно найти опять. Вот плюсик. Вот И вот плюсики 3. 3, да? Да. Плохое? Или хорошее? Быстро нашел. Самое первое. Ready, you will be happy with the white appointed. The patient will not get well soon, but escape death over. The lost article will be found. The person you are waiting for will come soon. It's not so good to make a bad trip. Marriage and employment are not good. Мы, походу, с тобой с разными людьми будем в итоге. Потому что мне все хорошо, у тебя все Брехня плохо. полная, я лучше свою старую оставлю. Это еще хуже, да? Да, Кусь, аккуратно завязывай, чтобы чтобы плохое все ушло. Ай-яй-яй-яй-яй. Not good. Мы сейчас внутри в храме поспрашивали судьбу о нашем будущем. У Яны прям номер 13 вышло. 13 хорошее слово в Японии. Очень хорошее будущее. А я там что-то натыкал, пожаловался, деньги не додал, и у меня какая-то фигня вышла. Короче, завязал, чтобы жечь. У меня есть первая судьба, которая тоже очень хорошая вышла. Я на ней и останусь. Так, мы пришли в сам... Да не ври. Мы пришли в знаменитую раменную Ичиран. Здесь нужно снова в автомате заказывать. Сейчас будем в автомате заказывать и будем кушать рамен. Нажимаю танкетсу рамен. А что здесь нет? У нас 2 билетика на раменные. Вау. それでは失礼いたします。 Аригато гозаймас. Будем есть сейчас самый вкусный рамен или самый популярный рамен. Сперва нечаянно перепутали нам с Яной тарелки. Кыш. И Яне дали более острую, хотя я заказывал более острую. Очень вкусно, классно. Еще раз, видите, здесь коробочка такая, отдых от Яночки, она там за стеной. Рабочий день закончился. Топают домой все. А мы... Не понимаю, как можно из Японии куда-то уехать. Когда столько еды в супермаркетах, просто все готово, бери, все готово, выглядит шикарно. 498 йен. 3,5 евро, и ты получаешь такой целый полноценный ужин. Мы здесь на самом инстаграмном месте. Здесь вот с этой справа от меня это Фуджи, слева от меня башенка. Там очень много туристов, поэтому мы туда не идем и снимаем. Мы едем сейчас в поезде Наруто. Попали в вагон к Акацуки. Это плохие ребята, поэтому надо быть крутым. И вот это трущобы стали самым большим туристическим развлечением. А между прочим, японцы про это место особо не знают. И между прочим, азата японцы, студенты, даже в Хиросиме не были. Поэтому это все туристические разводы. Когда мы с тобой пытались разобраться с билетами, бронировали, то тот чувак, я первый раз к ним подошла, он сказал, типа, зеленые автоматы. Там были зеленые автоматы на JR Pass и зеленые автоматы обычные. Я второй раз к нему подхожу через минут 5, когда мы не могли разобраться. А он такой, ты то, типа, хит, разнервничался и убежал потом.
Хотя я только подошла с телефоном вот так вот показать. И он сразу такой, типа, напал на меня. Мы нашли то место, ради которого мы приехали. Это спот, где фоткают собачек на фоне деревьев. Там прям целая фотосессия с одеждой. У этих девчат такие камеры вообще, я обзавидовался. А вот Фуджи-сан спрятался за горами, поэтому мы его больше не видим и будем ехать домой. Вон он там где-то за облаками. Мы в основе Токио. Скучный контент закончился. Тихо. Тихо. У меня тут серьезный блог. У меня тут документальный фильм про Японию. Мы сейчас в районе Шинджуку, самый загруженный район. И здесь самый загруженный вокзал находится. В день проходит 2 миллиона человек. Сейчас мы идем на один из самых больших небоскребов. Подниматься будем бесплатно. Расскажи лучше грустную новость. Остался один день. только Пока я завтра, выключаю. Это я на все. 3 недели хватит. В общем, мы не дошли на нашу обзорку. У подножия небоскреба мы нашли Curry Place. Вау. Меняемся? Да, я так занималась. Меняемся? Нет. Покажи свою. Такое бывает раз в 500 лет. Мы сегодня 2 раза увидели Фуджи. Один раз прям рядом, а второй раз вот из Токио. Сегодня нам прям повезло, что утром и вечером прям безоблачно, шикарная погода. И вот эта пимпочка, это вот Фудзи. Где он? Вот он. Фуджи на закате чек, Фуджи на рассвете чек, Фуджи рядом с озером чек, Фуджи с темплом чек. Фуджи-сан сегодня у нас дружелюбный. Мы сейчас гуляем по магазину Йотодобаши. Это очень крупный магазин электроники. И это на 8 этаже. Мы все еще в районе Шинджуку. И тут такая суматоха. Здесь такая улица. Через каждые 5 метров... Яна, я тебе рассказываю. Пойдем. Через каждые 5 метров играют музыканты. На улице так шумно. Ну, представь, через 2-3 дня мы будем в Вене. Там вообще сверчки какие-то там будут. Такая тишина будет. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you feel it in your minutes and you know you have to go. Fast and furious. Я забираю свои слова обратно, я буду грустить по Японии. Я хочу домой. Я зашла, здесь так все миленькие, такие упаковочки, все такое хорошее, красивенькое, все так хочется взять, купить, у меня нет места, а все хочется. Последний завтрак мы, конечно, проводим в супермаркете, закупаем самые любимые продукты, берем горячий чай, без которого я не знаю, как я буду жить теперь. Пойдем сейчас немного в город, пару часов, и будем после обеда выезжать в аэропорт. Яночка, тут уже все. Очень Да. грустно, реально. Я думала, это вот тоже хорошо, что зашла в супермаркет, так классно. Пихнули все или как? Еще есть место на дьюти-фри, Яна говорит. Не знаю. Мы путешествие начали с раменом, мы его и закончим с раменом. Стою в очередь. Прикольно, в аэропорту рамен кушать прямо перед взлетом. Последний рамен, и он отличный, я уже попробовал. Вкусный, да? Один из лучших, мне кажется. Очень вкусно. Девочки, Токио плакает. Все, Яна плакает, я плакаю. Токио плачет. Мы идем уже на посадку в самолете. Все так грустненько. Отлично было путешествие. Видео будет хорошее для нас, но не для вас. Простите, я старался. Вот, все, пока.